Доброе утро всем, друзья! Доброе! Приветствуем вас на канале Рыболов Копатель. Сегодня с Николаем едем проверить одно старое местечко, но по наводке подписчика. Саша, спасибо тебе за информацию. В районе знаменитого поселка там распахали полосу. Непонятно под какие назначения, но хочется съездить, проверить, поковыряться. Осень, погода замечательная, обещает быть день теплым. В районе там 25-26 градусов опять. У нас тут не то, что бабье лето. Я вам скажу так, друзья. На неделе 11 сентября я купался в море. Вода вот такая вот, позагорал даже еще. Просто погода шикарная. Начало осени радует своим теплом. Вот едем с Колей. Поедем отдыхать. Не забывайте, друзья, писать комментарии, ставить палец вверх. Пашины подписчики, спасибо за поддержку. Да, там к Коле переходили ребята, кто всем спасибо большое за то, что не отказали. Ну все, друзья, поехали. Обратите внимание на дорогу, друзья. 100 лет, а то и 100, она ни разу не ремонтировалась. Калининградская область. Вот такая вот брусчатая дорога. И как говорят, чем меньше брусчатка, тем богаче поселок был. Да, посмотрите. Просто по ней едешь, я не знаю, по ней 100 километров в час можно ехать. Такую полосу тут запахали, дерн сняли. Это, видимо, может под дорогу или может под линии электропередач какие-то, или еще может под какие коммуникации. Все тут в дырках, конечно, тут активно уже поработали. Но у меня, тем не менее, первый сигнал, друзья. И вот такая вот пломба с орлом вылетает. Что-то изображено даже среди дырочек, так что можно побегать, посмотреть. Пойдет снимать, и смотрите, друзья. Смотрите, какая у меня находка. Паша уже пломбу дернул и серебряную монетку. Сейчас посмотрим. Что-то интересное, Коль. Да, необычное, да. Да. Ты смотри, блин, действительно. Что-то интересное, ребят. Нифига себе. Что-то я первый раз Я вообще тоже. такое вижу. Ладно, сейчас почистим. Шикардос. Первый раз вижу такую монету, друзья. Может, Речи Посполитая, что-нибудь, польские какие-то дела. Но это, блин, просто зачет. Орел, по-моему, тот. Я очень рад. Это просто кайф. Это просто кайф. Перед нами серебряная монета. 1 грош серебряный. Правителя Сигизмунда III Ваза. Первый раз нахожу такую монету. Ранее не попадались мне. Состояние не идеальное, можете видеть. Пластинка шикарная, ну правда сломанное ухо. А так вообще прекрасная пуговица. Да, это что-то старенькое, Коль. Да не то слово. Видишь, с насечками. А то ты там монета серебряная. Да я понимаю, что, конечно, это круто. Тут орнамент какой-то есть. Красиво, красиво. Видно, вручную резали. Парнишка баловался, наверное, немчик. Да тут хрен, может, кельты какие-нибудь. Смотрите, все в ямах, ребят. Все в ямах, просто все в ямах. В отвалах нашел такую миску из нержавейки. Цена 1 рубль 65 копеек. Наверное, собаку или кошку кормили. Интересная находочка, смотрите, это древнее колечко такое, типа ложновитого. Немножко обломанное, но это не страшно. Бери. Да, это что-то, ну это не ложно витое, Коль. Ну, я имею в виду периода такого же приблизительно. Период старый, это не колечко, Коль, Ух это ты. серьга. Да? Что-то типа это
Видишь, у нее отверстие? Да, как под камешки, типа Не под змеи. камешки, это типа змея, змейка. Ой-ой-ой. И целая, значит, она. Ну да, без только висючки получается. Шикардос. Змеевидное кольцо. Поздравляем. Ой-ой-ой, Пашка. Повезло нам. Творится, друзья. Я думаю, металл копали, скорее всего. Просто. Такие кратеры. Как на Луне. Пуговки такие маленькие. В хорошей патине. Из песчаной почвы. Одна за другой попадаются. Я их уже не снимаю. Потом в конце покажу. Даже цинковая единичка в сносном состоянии. Но все в ямах. Между них и ходим. Мне кажется, металл копали, скорее всего. Потому что тут фундаменты развороченные, а металла вообще не попадается, чернины. Что-то какая-то брошка, по-моему, выскочила. Или заколка. Вся в каменьях, блин. Надо до Коли идти и там чистить. До Коли. Да, что-то тут какие-то вон крючочки. Интересная тема. Предварительно почистил ее. Ну, такие художественные дела были. Как всегда, сапфиры, черные бриллианты. Другого не бывает. Такая брошка. Некая фрау тягала. Пошли дальше. Середина сентября, друзья, в футболке хожу. И в ней жарко. Погода вообще кайф. Я обнаглел, щетку не носит. Смотри, да. Почистить нечем. Но это, наверное, пряжечка, скорее всего. Ну, я и говорю, либо пряжка, либо брошка. Ну, скорее всего, пряжка, наверное. Только единственное, что тут, где ремешок-то цеплялся? Может, все-таки брошь? Колос какой-то. Поздравляю. Тоже с насечками. Это от той пуговицы, что Ну, ты нашел. да, комплект это. Да. Остался там С платья. немножко. Ага. Мужик на мотоблоке поехал, говорит, здесь уже батальон прошел. Оно и не удивительно. Но находки есть. Я думаю, в основном охотились за металлом. Пошел сапоги переодеть. Потому что жарко очень. Ходим. Люблю такие места, где много сигналов. И ходишь, вычленяешь. Зашел под лэп, я на мультичастоте, все дребезжит. Тем не менее, выцепил сигнал, и кажется, пуговка какая-то интересная. С орликом, наверное. Вот она. Патина потрескалась наверху. Но все равно сохран здесь вообще здоровский. Песок, друзья. Друзья, вот опять сигнальчик. И опять смотрите, что вылетает. Я думаю, тут уже что-то типа, может, рижский солид какой-нибудь. Посмотрите. Сохран вообще шик. Только краешек чуть-чуть. Что там с краешком? Ну, маленько откусан. Трактор шел, все-таки не шутка. Все-таки вообще кайфовая она. Паша, чемпион сегодня. И очередное серебро. На этот раз в виде полторака Георга Вильгельма, Пруссия. Тоже впервые нахожу такую монету. Очень порадовало. У нас с Колей сегодня бартер намечается, уже рубрика вошедшая. Так это, я Коле говорю, ты не забыл там объект обмена? Коль такой говорит, нет, я помню. Я говорю, ну ты же говорил, что у тебя с памятью плохо. Он говорит, это уже маразм. Вот видите, нашел я 2 монеты, и Николай начал грубить, друзья.
И это вот в обмен на мою доброту, на мое к нему отношение братское. Вот Это оно. некрасиво напоминать о своей доброте. Вот она. Видите, что творит? Вот он просто. Человек преобразился, друзья. Вот что 2 монеты Вот сделал. я тебе сколько добра сделал, да. Спасибо тебе, Паша. Такая малышка вылетела с цветочком. А-ля подсолнух. Колян идет. Жарища, друзья. Пух, караул. Пуговица попалась. Вакранта, что ли, что-то такое. Что-то изображено на ней. И надписи, и какие-то и года, что ли, там. А с этой стороны лысая, обычная. Солид, друзья. Сохран песочный. Чего ты все снимаешь? А он еще с 2 отверстиями. Посмотрите. Что-то им кто-то играл, крутил. Ну, это из частых. Андрей, Коля поднял тевтончика, друзья. Посмотрите, какой бойкий. Да, хороший. отличный. Ну, песчаный. Песчаный Да, сохран да. чисто. Здорово. Друзья, вся усеяна, а вот моя лежит. Красавица, Да, посмотрите. Да, она твоя уже как-то выглядит бледно по сравнению с моей. Да. Дорога усеяна древними монетами, друзья. Просто чудесный сегодня коп, обалденный. Уже можно и заканчивать скоро, да, Коль, наверное? Да запросто. Чем нам одно и больше, меньше там. Ну, потихоньку пойдем в ту сторону, да Конечно, пойдем. в машине. Вот они, друзья. Сегодняшние герои. Солиды в счет не берем. Но по дороге мы побегали вообще шикарно. Вообще просто кайф. Вот еще кроме интересностей. Это у меня цветные гильзы стреляные. И всякой цветнятины ого-го. И солид там, и фенинги, и пуговицы. Где тут? А, вон брошка здесь. А ты какую брошку нашел еще? А, там она вот это вот, видишь? Вот это? Да. Оправа, видать. Угу. Что-то в нее вставка какая-то была. Наверное. Теперь рубрика бартер будет у нас с Николаем. Рубрика бартер. Пашка полез за ночку свою. Так, сейчас буду покупать у Коли, буду прягу. Коля сам предложил мне, вот ему вот эта марка нравилась очень Это сильно. правда, и это точно. Правда, Коль? Да. Коле нравилась марка. Предложил я ему вот такую вот замену. Это у нас пряга Юнгфольк. Я ее выкопал под Гусевым. Слушай, я уже не помню, где это, напомни-ка, примерно. Ну, сильвером копали. А, да, это под Гусевым было. Она была свернута в бараний рог. Вот я ее сколько мог выправил. Ну, немножко есть трещины по знаку этому. Дурит Коля меня, друзья. Да, это правда. Пряга-то она стоит там всего-то 1003-4, а он монету, смотрите, какую мне Да. серебряную дает. Это вам не хухры-мухры. Вот такая вот юнгфольковская пряжка. Не Поверь- является пропагандой, друзья, Поверьте, только вот лежала она у коллекционирование. меня без дела. Ну, показал там гостям один раз. А это вот я сыну отдам монетку. Ему в Клеймово. коллекцию. Так что для меня сделка хорошая. Для Паши, ну, наверное, немножко лоханулся. Посредственная такая сделка. Ну ладно, я же для Не тебя все же стараюсь. меня обмануть. Да. Я же для тебя стараюсь. Молодец. 35, друзья. Все, мы поехали домой. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться, писать ваши комментарии, ставить палец вверх. Кто желает поддержать канал, ссылочка в описании внизу. Сейчас я приеду, помою, 10:48, покажу тебе 32 монетки, градуса. какие накопал. Давай, пока-пока.